Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за итальянский Милан ФК-24. Вам, ребята, огромное спасибо за поддержку в прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну и вот у нас довольно интересная статья. Шешко лидер по голевым передачам. У него 6 голевых передач за 14 игр, средняя оценка 7,4, 6 забитых голов. Это, ребята, статистика чемпионата. Вот здесь я хотел бы немножко остановиться поподробней, а то вижу довольно много комментариев о том, что вот ты предвзято относишься к другим нападающим, ты выпускаешь только Шешку и никого более. Давайте посмотрим еще раз на статистику, которую я показывал. Итак, ребят, давайте перейдем по голам. Понятное дело, что лидирует у нас здесь Ляо, у него вообще какая-то запредельная стата, 17 голов, 5 голевых в 23 матчах. Следующим идет Шешко, у него 19 матчей, 7 голов и 8 голевых. Если мы посмотрим на его статистику поподробнее, он уезжал у нас на товарищеский матч за сборную и оформил хэт-трик в одном матче, оценка 10. Вот так вот парень съездил в сборную. Если мы посмотрим дальше, то, например, Окафор за 11 игр не сделал ни одного полезного действия, и в сборную он уезжал аж на 2 матча, и там тоже ничем не отличился. У нас даже Миньян, ребята, сделал одну голевую, а это наш вратарь. Что касается у нас Оливье Жиру, давайте посмотрим его, где он у нас здесь. Вот Йович тоже 5 игр, но Йович, да, я соглашусь, я выпускал его очень мало, но и в 2 товарищеских матчах за сборную он тоже, ребята, ничего не показал. Оливье Жиру, у него точно должен быть 1 гол, потому что мы в прошлой серии за него забили. 9 матчей, 1 гол. И за сборную в 3 матчах он участвовал, отдал 1 голевую. В принципе, тоже неплохо. Но Жиру, ребят, следующее. Он очень медлительный. Рейтинг у него начинает падать. И, наверное, вот из стройки наших нападающих, если откинуть Шешку, Жиру, Окафор и также Йович, я предпочтение отдаю Окафору, потому что он действительно может раскачаться, чуть послабее, чем Шешко. Но как раз, мне кажется, если мы будем играть в 2 форвардов, они хорошо будут дополнять друг друга. Один маленький и шустрый, второй шустрый, крепкий, и, мне кажется, взаимодействие они могут найти. Жиру, скорее всего, ребят, и Йовича, наверное, будем продавать, потому что у одного падает рейтинг, второй тоже не особо шибко развивается, так что, скорее всего, как-то так. Вот Пулишич, по нему почему-то никто ничего не говорит особо в комментариях, что я его выпускаю, даю ему шансы, а он вот ничего не показывает. 1 голевая у него, ребят. 1 голевая за 14 игр, в сборной он забил за 2 матча 1 гол, но вот пока его я вообще не чувствую на поле, и вот именно это относится и к другим нападающим. Почему я выпускаю Шешку? Потому что Шешку, я чувствую, как он играет, мне близка его игра, именно вот по той игре, которую я выстраиваю в команде, у них хорошее взаимопонимание с Ляо. Например, если я выпускаю на острие атаки того же Жиру, то он во многих моментах не добегает. Это подмечали ребята в комментариях. Если я выпускаю Окафора, он вроде как и носится везде, что-то делает, но пользы никакой нет. Ни голевых, ни голов. Ну, не знаю, может быть, именно у меня это так, потому что многие его нахваливают. Я уже 100 раз говорил, ребят, если вам кто-то заходит, не значит, что он может зайти другим. И Шешку я выпускаю не потому, что я как-то невероятно к нему отношусь. Мне по барабану, честно. Просто мы его купили, я знаю, на что этот парень способен, я выпускаю его в старте, и пускай он не забивает в каждом матче свои кучи моментов, но он старается, он развивается, и я знаю, что это будет точно так же, как с Хойлундом. Ему нужно просто раскачаться, и дальше он начнет клепать. Точно так же происходило с Мукоко в других карьерах, что чуть-чуть он начинает набирать обороты, где-то не везет, потом начинает клепать по 1, по 2 в каждой игре. Но вы сами согласитесь, если бы Шешко забивал все, что он создает, вы бы орали, что опять неинтересно, и что ты забиваешь кучу голов и всех обыгрываешь. Так что здесь опять палка о 2 концах. Если бы он забивал много, вы бы орали, что это неинтересно, ты всех обыгрываешь и забиваешь кучу голов. Он не забивает, вы также начинаете кидать претензии о том, что я как-то предвзято отношусь к другим и тащу его за уши. Я думаю, я уже достаточно объяснил, что, как и почему. Мне интересно за него играть, других я так не чувствую. Жиру и Йович, ну это вообще, я не знаю, просто вот мертвяк на поле, как бы я за них не играл. Понимаете, вот мне говорят, ты мало даешь им возможности сыграть на поле.
Но именно поэтому я и выпускаю их, стараюсь на замены. Но когда ты выпускаешь, и игрок ничего не сделал за это, и ты вообще никак его не прочувствовал, ты не получил, так скажем, фидбэка от его игры, ну, смысл мне выпускать их дальше. Именно поэтому пока играет Шешку, а дальше посмотрим. У нас уже сегодня открывается трансферное окно, так что, ребят, кидайте свои предложения в комментариях по поводу трансферов. Но опять-таки скажу, у нас пока только лишь 35 миллионов, поэтому купить кого-то, как мне там предлагают, Рафинью, Родриго, еще кого-то, у нас просто нет возможности. Поэтому пока играем теми, кто есть. Хотел бы я усилить центр обороны, потому что Кьяер у нас уже в возрасте. Ну и туда предлагают Салибу. С моего варианта предложения Лакруа довольно неплохой вариант. Но опять-таки они стоят денег, которых у нас пока нет. А брать какого-то молодого игрока, но у нас есть Шау, у нас есть Калюлю. В принципе, они раскачиваются. Но опять-таки у них рейтинг вот тоже пока до 80. Они совершают ошибки. Чем дальше, тем увереннее они должны играть. Будем смотреть. У нас игра против Сассуолы. Вы, ребята, усаживайтесь поудобней, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, залетайте в телегу. Там все новости, анонсы, уведомления. Второй канал, также канал Твича со стримами. Все ссылки в закрепе. Вот состав нашего соперника. Играют они по стандартной схеме 4-3-3. 3 победы, 2 поражения. Ну а вот состав нашей команды. И как раз сегодня выходит Окафор и Шешку вместе. Посмотрим, что они покажут. Ну и погнали. Сегодня такое затяжное было начало, но я надеюсь, что те ребята, у которых возникают вопросы, посмотрят его от и до. Они опять, как некоторые бывают, ну там вода в начале, скипайте, там сразу с 7-й минуты. Ну вот, а потом начинаются вопросы. Я не могу каждому лично, ребят, все рассказать, разжевать, вы меня тоже поймите, вас много, я один. Именно поэтому иногда уделяю время в сериях, чтобы, так скажем, ответить на большинство вопросов. Здесь никакого офсайда не было. Чуквезе, Шешко. И вот тут Окафор неплохо залетал, а там что? Там нарушение правил. Вот здесь Окафор неплохо ворвался, но его сдержали. И как раз Шешко находил его передачей. Мне кажется, вот вдвоем эти парни могут навести шороху. Плюс еще поддержка Ляо, поддержка Чуквезе. В схеме с двумя нападающими можно, ребята, экспериментировать. Когда у тебя схема с одним напом, ну вы меня тоже поймите, я не могу всех сразу взять и выпустить на поле. Шешко. Передача на Калабрию. А там уже в центре Окафор поднимает ручку. И неужели пенальти? Неужели удача начинает поворачиваться к нам, ребята, лицом, а не задницей? И мы начинаем зарабатывать пенальти, которых... Ну, здесь чиркнул мяч по руке. Которые ставили в наши ворота. Вот эти вот тоже непонятные какие-то движения. Так, теперь нам надо забить. Ляо. Он берет разбег. Бьет по воротам. И всаживает мяч, ребята, в самую девятку. 11-я минута. Мы повели. Здесь рыпнулся немножко вратарь Сассуолы, но такое не берется. Это 1-0. Это очередной гол Ляо. Ляо забил на 10-й минуте. Здорово. Это Галлахер. Ой-ой-ой, ребята, Галлахер здесь разобрался. Шешко. А здесь штрафной. Шешко пытался сильным пасом найти Окафора. Ляо берет разбег, бьет по воротам, попадает в голову. Ну а дальше мяч, к сожалению, не покидает поле. Ну и пока мы в нашей схеме, я бы так сказал, обновленной, довольно неплохо себя чувствуем. Но нужно быть очень внимательными. Вот здесь пролетели мимо Калабрии. Не было ли офсайда? Офсайда нет. Пытались ближний Миньена поймать. Иногда бывает так сложно законтролировать футболиста в собственной штрафной, потому что ты боишься, что он совершит ошибку. Иногда просто отпускаешь кнопки, чтобы он вот обработал наконец-таки этот мяч. Но иногда все получается довольно глупо. Сейчас Шешко с мячом. Пытался выкатить, не получилось. Чуквезе, здорово. Очень хороший отбор, здорово он включается. Передача в центр. Лофтус-Чик, мощнейший выстрел.
Но голкипер Сассуоло в порядке. Ну вот в этой схеме как-то вся команда заиграла другими красками, и на флангах игроки стали действовать как-то пободрее. Тео Эрнандес, классно. Окафор. Ждет забегание Ляо. Ляо уже прокидывает мяч по флангу. И можно скатывать в центр. И здесь, к сожалению, не разобрались. Там Тео Эрнандес подключался в атаку. А это Шешко. Пас на Ляо. Ляо. Шешко. Здорово разбирается, бьет поворотом. Вот вам и Шешко, ребята. Вот он уже начинает даже лучше, когда рейтинг чуть-чуть приподнялся, лучше в микроконтроле действовать. Я ему специально сейчас поставил прокачку именно на завершение. На слабую ногу. И, по-моему, через 5 или 6 недель он должен еще подкачаться. Ну и с Ляо они здесь здорово разыграли на коротке. И здесь Шешко аккуратно вогнал мяч в нижний угол. У нас конец первого тайма. Сейчас важно не пропустить. Подача в штрафную. Ляо. Где Окафор? Вот как раз сейчас он набирает скорость. Это твой шанс, дружище, беги. Окафор, забить. Ну вот он не попадает так же, как Шешко. Но в комментариях вряд ли кто-то это подметит, да? А потому что у него тоже не особо высокий рейтинг. Вот чуть поднатаскается, если будем в двух играть. И я думаю, он начнет и это реализовывать. Но в комментариях-то скажут, что я специально за него не забил, ребята. Я уже все это знаю. Это опасно. И вот как это залетело. Мяч нырнул под нашего вратаря. Ну и вот правильно говорят, что Миньен в этой карьере, в этой части фифы, он, знаете, он тащит что-то невероятное. А вот такую ерунду иногда бывает запускает. Ну вот пока, мне кажется, это, знаете, как Анана играет. Анана тоже у нас в карьере за МЮ мог вытащить просто что-то сумасшедшее. А в некоторых эпизодах он допускал какие-то просто детские ошибки. Ляо получает по ногам. Должна быть карточка, и это может быть красная, ребята. Посмотрим. Да. Красная карточка. Ляо вот именно в таких моментах, укрывая мяч спиной, очень многих игроков чемпионата Италии посадил на желтые, на красные. 59-я минута. Кьяер. Это Чуквезе. Оказался он на другом фланге. Тео Эрнандес. Чуквезе. Центр на Ляо. Ляо забить. Ляо бьет там, где находился голкипер. И у нас остается примерно полчаса. Ляо навешивает. Шешко. Вот и еще один его гол. Он начинает с угловых продавливать. А раньше бил мимо. Здесь здорово выпрыгнул. Но здесь отметим, наверное, не сколько Шешко, а сколько то, что вратарь не пошел на этот мяч. Обычно, когда мы навешивали, вратари постоянно опережали наших футболистов на втором этаже. Ну а здесь голкипер решил остаться на ленточке. Ну и, собственно, это и стало его ошибкой. 3-1. Чуквезе набирает скорость. Рядом Шешко. Можно навешивать. А кажется, еще один пенальти должен быть. Ну, сегодня все против Сассуоло. Посмотрим, была ли там игра рукой. Если ее не было, то бить не будем. Ну, странно. Не совсем понятно. Можно взглянуть повтор. Ну вот, ребят, Чуквезе прокидывает мяч. Тот попадает в грудь, от нее попадает в руку и летит дальше. Так что пенальти, ребята, есть. И Ляо подходит к мячу. Но знаете, что мы сделаем? Мы дадим ударить Шешко. У Шешко шанс на хэт-трик. Шешко берет разбег, бьет поворотом и оформляет хэт-трик в этой встрече. У нас был момент, когда, помните, пенальти заработал Шешко и дал пробить Ляо. Ну а теперь любезность на любезность.
И Шешко оформляет хэт-трик. Но я сразу делаю замены. У нас побега, появляется на поле Пулишич и также Оливье Жиру. Шешко выполнил свою задачу на эту игру. Теперь дадим поиграть и Жиру, хоть он и немножко подуставший, но я думаю, он у нас не спринтер, так что много бегать ему явно не придется. Окафор будет это делать. Классная передача. И здесь хороший пас. Жиру. Окафор. Жиру здесь даже рядом не было. Окафор поддерживал атаку после передачи Ляо. Ну вот он даже со своим маленьким рейтингом вот так вот здорово бывает разыгрывает. А тут опасный момент. Ух, это моя ошибка, ребята. Я нажал кнопку выхода вратаря. Он вместо того, чтобы пойти на мяч, решил вот так вот скользнуть. Рейндерс вместо Окафора. Ну я перестраиваться не буду. Пускай в атаке побегает. Но вот здесь очень странно как-то, даже с учетом того, что я кнопку нажал, вратарь куда-то полетел в зону, где даже мяча не было. Обидно, что мы 2 все же пропустили. По игре я бы не сказал, что соперник наиграл на эти моменты. У нас, ребята, пришло предложение по Адли. Он у нас не хочет ни в какую продлевать контракт, и поэтому, наверное, стоит его продать. Вест Хэм предлагает 15 миллионов 300 тысяч евро. Мы можем выжить хотя бы, попробовать 18. Давайте начнем переговоры и узнаем, готовы ли они накинуть. Так, новая цена трансфера. Давайте, 18 300. Это их устраивает. Отлично. ПСЖ вышел с предложением по Тео Эрнандесу. Предлагают аж 104 миллиона, но, ребята, нет. Тео не продается. Мы смогли за счет побед в последних матчах вырваться вновь на первую строчку. У нас равенство очков с Интером, но чуть лучше статистика, как я понимаю. Да, из-за того, что мы пропустили на 1 меньше. Правда, они забили чуть побольше, но у них, ребята, я даже, наверное, из-за того, что мы выиграли у них в начале сезона, у нас была победа над Интером. Видимо, по личным встречам мы как раз их опережаем. Игра против Эмполи на выезде. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот они играют. Довольно удобная для нас схема, поскольку они играют с широкими флангами. И у них последние 5 матчей 5 поражений. Есть еще и удаленный игрок. И давайте смотреть. Сегодня у нас возвращается Бенасер. Он, ребята, вместе с Галлахером в центре. Окафор, Шешко в нападении. Чуквеза и Ляо по краям. Ну и погнали. Обычно спады у команд как-то зимой, а у нас вот именно эти спады были до зимы, и сейчас вроде как плюс-минус команда набирает ход, изменили схему, можно сказать, какое-то второе дыхание открылось у команды. Ну, будем надеяться, что и дальше все пойдет так же здорово. В 1/8 Лиги Чемпионов мы с вами вышли. Кто будет нашим соперником, пока я не смотрел. Но кто бы там ни был, явно команды, которые вышли в 1/8, довольно серьезные. А у нас на групповом этапе были, так скажем, проблемы. Шешко. Окафор бежит параллельным курсом. Подача. И чуть-чуть мяч до Окафора не дошел. Но мы тут же поддавливаем. Ляо, удар. Слабовато. Очень-очень здорово раскатывают. И меня вступает в игру. 23-я минута. Хозяева создают опасный момент. Но им терять вообще нечего. Когда твоя команда проигрывает 5 последних матчей из 5, тут сложно что-то сделать. Галлахер здорово мяч забирает. А кто поможет? У нас 36 минут позади. Пока нули. Я бы не сказал, что как-то много моментов мы создаем. Ну а вот здесь потеря. И Окафор набирает скорость. Передача на Шешко. Снова Окафор. Нет. Сразу в ножку ему не вкатили. Сюда можно в центр сыграть. Бенасер. Какое ударище, ребята. Если бы сейчас он забил, то это было бы хорошее возвращение после травмы. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока ребята по нулям. Калабрия видит забегание Чуквезе. Чуквеза здорово заскакивает в штрафную. Прострел, удар от Окафора и вытаскивает вратарь. Там нужно было сыграть резко. А здесь какой момент, Тео Эрнандес. Резал в дальний. Шешко, и Окафору нужно бежать. Окафор, здорово, мяч принимает. Окафор забить. Мяч заскочит в ворота, ребята, но это просто подарок.
Это просто подарок для нашей команды, потому что игра не особо шла, и вот здесь действительно просто повезло. Акафор здорово вот тут прокинул, чуть-чуть далековато отпустил, но мяч от вратаря попадает в защитника, и от его коленки летит, ребята, в дальний нижний угол. Ну, здесь можно только сопернику посочувствовать. Это 1-0. Квезе, передача на Шешко. Удар Шешко, вратарь вытаскивает, и сразу же началась хорошая активная фаза атаки в исполнении нашей команды. Неплохо. Но Тамори, надо было посильнее мяч отдавать. По флангу Галлахер. Калабрия. Подача в штрафную, Тамори. Передача в центр, Кафор, скидка. Бенасер, Галлахер. Прямо по центру. Главный арбитр добавил 2 минуты. И они, ребята, уже почти истекли. Шешку продолжает здесь давить в центре. Ну и пора свистеть. Все. Минимальная победа 1-0. Просто каким-то чудом затолкали мы мяч в сетку. Спасибо за это футболистам Эмполи. Ну а мы забираем 3 очка и смотрим, что ждет нас дальше. Мы, ребята, продали Адли в Вест Хэм за 18 миллионов. Ну а продали мы его на рейтинг А. Прекрасная сделка. Интер, ребята, ошибся, сыграл в ничью, мы опережаем их на 2 очка. И сейчас у нас игра против Ромы, которые расположились где-то в середине турнирной таблицы. Ну и давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот такую узкую схему они играют, но с довольно таким обширным полукругом обороны. 3 центральных защитника, 2 фланговых, но довольно такое хорошее нападение. Лукаку и Азмун. У них, правда, всего лишь 1 победа за последние 5 игр. Ну а вот состав нашей команды, он, в принципе, без изменений. Команда сейчас играет, так что не будем ничего ломать и портить. Поехали. И мы играем дома. Рома приехала к нам в гости. И приехала явно не отсиживаться в обороне, хоть и эта линия у них довольно низко опущена. Посмотрим сейчас, что смогут продемонстрировать обе команды. Вроде как, знаете, в этой схеме даже Кьяер с Тамори как-то по-другому стали действовать. Но, возможно, мы еще просто не встречали пока сильную атаку. Спинадзола неплохо проскакивал по флангу, но Калабрия его встретил. На секунду могло показаться, что было нарушение, но РФ молчит. Здорово, Шешко по флангу открылся. Можно сыграть дальше. Галлахер. Передача в центр. Бенасер играет на Ляу. Ляу залетает в штрафную. Ляу бьет в дальний. И первое спасение от голкипера Ромы. Так, у нас там есть Бенасер. У него хороший удар. Бенасер мощно лупит по воротам и вот так вот заявляет о своем возвращении на поле, ребята. 1-0. Шикарный дальний выстрел Бенасера, и это первый его гол после возвращения. После травмы. Не получилось в прошлом матче забить, зато получилось сейчас. И не зря я сказал, что там есть Бенасер с хорошим ударом. Вот он его и продемонстрировал. 1-0. Бенасер оформляет свой первый гол в 9 матчах. Но его довольно долго не было. Сейчас Рома в атаке. Подача на дальнюю штангу. Ну какой пенальти, Реф? Какой пенальти? Ну о чем ты? Что сделал Кьяер? Покажите, покажите мне. Он считает, что вот здесь до подачи было какое-то нарушение. Ой, ладно, FIFA, расскажешь. Лукаку. Лукаку стильно забивает. Посеменил, остановился. И мощно зарядил в девятку. 1-1. Но я говорил, что Рома будет искать свои моменты. Рома не будет отсиживаться, не будет останавливаться.
Пошел Тео Эрнандес на забегание, догонит. Заработали угловой или нет? Да, ребята, Тео Эрнандес поборолся и заработал угловой. Ляо, подача, Шешко. Не смог здесь отодвинуть соперника. Друг другу мяч подарили. А вот уже, ребята, и удача на стороне Ромы. Здесь мяч отскакивает, летит в дальний угол. И мы пропускаем второй. Эта карьера какая-то вообще удивительная. Я не знаю, она вообще идет совершенно вразрез со всем тем, что у нас до этого шло на канале. Ну и Тео Эрнандес просто по мячу не попал. Обидно. 2-1. Вот так вот Рома, ребята, с пенальти и с вот такого вот подарка забивает. Бенасер. Еще один его дальний удар, но вот тут мяч, к сожалению, свалился и слишком далеко полетел от ворот. Но главное, третий сейчас под занавес первого тайма не получить. А мы, ребята, получаем. Да, вот вам и Рома. Вот вам и соперник, который показывает свою силу. Здесь уже никаких вопросов по забитию. Мы, ребята, пропускаем третий. Ну, Кьяер вот здесь отпускает соперника и все. И он просто выключается. Тамори уже, ясное дело, не поспевает. И все будет решаться уже во втором тайме. Я делаю замену. Вместо Акафура у нас выходит Жиру. Шешко. Передача на Чуквезу. Чуквеза протаскивает мяч. Жиру видит забегание. Шешко. Шешко залетает в штрафную. Шешко. Удар. И чуть-чуть здесь не хватило точности. Тамори пошел на забегание. Жиру не смог сделать пас. Шешко. Ударил, но вратарь оказался на месте. Ой-ой-ой, здесь здорово. Бенасера убрали одним движением. А вот теперь снова Тео Эрнандес. Дибала. Раскачивает Тео Эрнандеса. Дибала. Передача в центр. Немножко странная передача от Лукаку. Сбивают в центре Галлахера. Сейчас Ляо на фланге. Видит забегание Тео Эрнандеса. Эрнандес набирает скорость. Эрнандес. Подача на дальнюю штангу. Пулишич. Толком не попадает по мячу. Готовится у нас замена вместо Бенасера Муса, но нужно, чтобы мяч поле покинул. Матч закончен, друзья. Мы, к сожалению, уступаем со счетом 3-1. Где-то немножко Роме повезло, так же, как и нам везло в прошлых матчах. Это футбол. Сегодня везет одним, завтра другим, но мне нравится, как складывается карьера. Надеюсь, вам тоже. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в следующей серии.